Это 6 АМ. Тут я завтракаю почти каждое утро. И вот в один из дней владельцы ресторана подошли ко мне и попросили сделать им новое заведение. Но у меня практически нет никакого опыта в общепитах. Мы не делали ресторанов. Поэтому давайте вместе посмотрим историю о том, как мы пытаемся сделать ресторан с нуля. Сколько это стоит, как это тяжело и все наши косяки вот прям в этом видео. Там ящики не царапать фасады. Давай, просто переворачивай. Одно стекло разбили. Ой-ой-ой-ой-ой, там напор, капец! Перекрывай воду. Когда это закончится? Наконец-то почувствовал стройку. Так, мы в Хамовниках. Это ЖК «Садовые кварталы». Там у нас Усачевский рынок. Прямо здесь мы делаем одно хорошее место. Ресторанчик, кофейня. Сейчас мы пойдем смотреть планировку. Мы тут уже сделали импровизированные стены, барная стойка и так далее. И сейчас еще притащили коробки. Мы сейчас из них сделаем столы и стулья, чтобы понять, как работает эргономика. Итак, мы заходим в ресторан. У нас есть вот эти вот столики вдоль стены. И вот эти вот столики самые, наверное, козырные, потому что они с диванчиками. Дальше вот сюда мы проходим. Ты здесь что-то заказал, и у тебя есть выбор пойти за общий высокий стол сесть или за вот эти вот столики. Дальше вот там у нас тоже есть длинная такая серия столов. Тут у нас 5 столов. Снаружи у нас здесь будет летник. Вот он вот отсюда пойдет, и вот на все наши окна вот так летник будет. Ох, рестораны. Мы же не просто так не делаем рестораны. Это вообще совсем другое. Там ничего нету стандартного. У нас был очень важный арт-объект. Наши рестораторы, они пекут хлеб, и это очень важно в этом ресторане показать печь. Но печка, в которой они пекут, это просто какой-то вот квадрат. Обычные металлические печи, уже современные. Никто, конечно, не хочет смотреть на эту печку. Человек, когда слышит слово печка, он представляет себе вот эту вот печку старую, такую, в мазанке такой вот. И мы решили организовать вот в этом минималистичном интерьере такую вот печку. Красивую, из 2 частей, как будто бы там снизу у нас печь, сверху дымоход, и вот она такая вся в мазанке. И вот на этой печке по задумке должен лежать испеченный хлеб, вот эти вот все булочки вкусные, красивые, чтобы вот у тебя реально было ощущение печки. Как мы ее делали? Мы взяли МДФ-каркас, сделали из нее тумбочку, сверху приклеили пенопласт. У пенопласта легко делать форму, поэтому сделали вот эту вот форму самой печки. Потом этот пенопласт, его облепили стекловолокном в несколько слоев, чтобы он стал прямо жесткий такой. И вот уже такую заготовку привезли к нам в ресторан. Чтобы моя ножка стояла, а там перехватывать и на весу держать. Так, сейчас вниз спускаем и ставим. Все, Женя, отходи. Заноси жопу. Оттуда не могу. Но, естественно, она никуда не пролезала. Ее уже в целом распилили там на несколько частей, чтобы она хоть как-то пролезала. Но она все равно еле-еле пролезала в двери. Потихонечку заворачиваем. Там ящики не царапать фасады. Сзади там приподнимите. Помогите там кто-нибудь. О, печка приехала. Ух, сколько уже приехало, ё-моё. Уже можно, смотри, жарить, кашеварить. Ну что, вот здесь скоро будет красиво. Не верится, да? Через сколько недель должно быть красиво? Ну вообще 3 мая должна открыться. 3 недели? 2? 2 недели. Я очень переживал, что здесь низкие потолки вообще. И мы сделали максимально, ну вот сколько могли. Блин, вот здесь, кстати, мы не стали снимать до этого. Это уже готовый результат с потолками. Но была реально очень большая проблема. Сделали мы вентиляцию. Я захожу, а я вот этим вентиляционным коробом, он мне как будто бы счесывает немного вот так прическу. То есть он прям вот практически до меня. Я говорю, не-не-не, так не пойдет. Мне ведь все вентиляционщики сказали, больше никак нельзя, только так. Я там орал просто, давно так не орал. Говорю, делайте трубу тоньше, а вот эти отводы вообще не нужны. Пусть просто выходит из решетки. В итоге так и сделали. Поэтому сама высота в целом не опустилась. Так нормально. Ты
Тяжело работать с Мариной? Нет, замечательно. Точно? Она вас не бьет, не обижает? Нет. Как вам идея дизайна? Замечательно. Блестяще. После того, как печку смонтировали, ее начали обрабатывать микроцементом, чтобы она уже вот реально похожа была на настоящую печь. Микроцемент очень устойчивое покрытие, и это, ну, это по сути штукатурка, только очень-очень устойчивая. То есть из нее можно лепить любую фактуру. И вот мы старались сделать такую немножко рваненькую такую мазанку. Печка вот эта вот вышла в 1 255 000 рублей. Правда, я не уверен, что это с микроцементом. Наверное, без микроцемента, еще микроцемент сверху. Ну, привет. Привет. Ну, расскажи, почему ты решила кормить людей? Кормить людей решила еще с детства. Это была моя мечта. Ну и как-то много путешествуя, много, естественно, пробовав разных ресторанов, решила поехать поучиться во Францию. Так как я с детства люблю всякие булочки, хлеб и прочие вещи, то решила поехать в школу Алан Дюкаса. Тебе, кстати, не скажешь, что будет. Да, стараюсь. Поехать в школу Алан Дюкаса, научиться печь хлеб и делать десерты. Проучилась там 4 месяца и вернулась в Россию с стойким убеждением открыть пекарню. Один из главных арт-объектов у нас — это стена из сена. Много вариантов было вот разных, потому что все-таки ты входишь и вот прям сразу соприкасаешься с этой стеной. Нельзя ее сделать какой-то простой или просто там крашеной. Мы пробовали бутылки туда поставить, все-таки это ресторан такой с вином, но как будто бутылки — это уже самая избитая фигня, уже бутылки — это не прикольно. Кристина у нас — это дизайнер на этом проекте, она занимается конным спортом. Это вот ее идея из своей конюшни, она притащила сюда сено. Сено реально прикольно встало у нас вообще в нашу вот эту вот концепцию, где есть печка-мазанка, где деревянные какие-то стулья и так далее. Сеном мы как бы так вот подчеркиваем весь наш вот этот вот антураж такой вот деревни небольшой. Но есть проблемы, конечно. Это сено, да, представьте, там заводятся жуки, со временем он начнет обсыпаться, начнет летать, и вот все сядет на стекло. Поэтому мы сделали специальную конструкцию, запроектировали, как эти стекла выезжают одно за другим, открываются, и их можно почистить, сено что-то обработать. Само сено уже предварительно, кстати, обработано. Мы это просто можем легко поменять. Наверняка же приходят сюда люди к открытию в 9 утра и задают вопрос, а почему называется 6 АМ, открывается в 9 утра? Да, таких вопросов за время нашего существования мы много получали, но название родилось именно во Франции, когда я начинала как раз в 6 утра свою учебу. А потом в 6 утра я начинала работать в пекарне в Париже на стажировке. В 6 утра мы начинаем именно работу, начинаем выпекать хлеб, месить булочки, месить хлеб там на следующий день, поэтому в 6 утра. Хотя, конечно, оно вызывает у гостей иногда противоречивые чувства. Что, пойдем посмотрим, что у нас там в 6 АМ готово. У нас уже почти все готово. Прям вот уже прям последние приготовления. Пойдем посмотрим, что там. Ну что ты? Кристинки уже мешки под глазами. Вау, офигеть! Ты посмотри, мы уже почти похожи на ресторан. О, кайф. Вот это кайф уже реально похоже. Сено. Сено. Одно стекло разбили. Я так и знал. 100 пудов. Ну, так и знал, что его разобьют. А расскажи, кто разбил? Монтажники подвешивали вот туда и случайно надавили на него, согнули, и оно разбилось. Прикинь, смотрите, покажу сейчас. Вот это смотровое окно. Типа ты изнутри должен посмотреть, что ты никого сейчас не убьешь и открываешь дверь. Как здесь типа? Это стандартная дверь, нормально все. Это ваши высокие, наверное, люди. Мы же не просто так не делаем рестораны. Там ничего нету стандартного. Нельзя просто так взять, прийти и купить стол, например. Вот у нас там есть стол.
один огромный большой стол, у него такая текстура прикольная, и нам нужно было его выкрасить в цвет, вот по картинке. Отправили мы его, значит, на производство, они выкрасили в цвет по картинке такие, отправляют фотку. Я смотрю, а это как будто бы это стол из пивнухи какой-то. Сначала стол получился очень темный. Это как получается? Человек видит картинку. У нас там из-за того, что есть вот такая вот фреза, есть на ней тень. Человек, который выкрашивал и выбирал цвет, подумал, что ну вот, должен быть темный. И он старался эту тень сам как бы покрасить, чтобы вот такой вот темный стал. Но это просто тени. То есть его нужно ровно покрасить, и он тени сам даст. Приезжаем мы, значит, туда, а мне говорят, ну ладно, давайте перекрасим. Но стол-то рельефный, с бороздками какими-то, выемками. И говорят, ну давайте, мы сейчас срежем верхний слой сантиметр и сделаем новые бороздки и покрасим еще раз. Там у нас, ну, уже как фиксированная высота, нам нужно было такой высоты. Если мы сейчас сантиметр срежем, то ну все уже, это уже не тот стол. Нам подрядчик говорит, надо срезать. И стоит это будет 1 000 000 рублей. Офигенно, там стол весь стоил 1 000 000 рублей. Сейчас еще переделка стола, еще 1 000 000 рублей. Нас, конечно, не устроило 1 000 000 рублей. Мы говорим, давайте сделаем что-то другое. И они нашли какой-то способ инновационный, как смыть масло с дерева. И они реально смыли его, чтобы можно было покрасить еще раз маслом. И мы на это производство раз 5 ездили, чтобы выбирать этот цвет. Только один, мать его, стол. А у нас еще много всего. И стоил такой стол 966 тысяч рублей. Сам стол. А вот эти наши манипуляции с переделками еще стоили 600 тысяч рублей примерно. Давай поставим план. За сколько дней мы хотим, чтобы закончилось все? Мы хотим за неделю все закончить. А что-то это, Кристина, все-таки не попали, да, цвет? Там знаешь, какой прикол? Там половина стульев попали, потому что я их красила. А, да? Да. Наконец-то почувствовала стройку, и ты понимаешь, да, там, как теперь цвет выбрать в рендере. Ты такая в рендере. Обычно дизайнер как берет? Вот у нее 3D Max. Она накидывает туда текстурку. Смотрит, ну, текстурка желтоватая. Подкручивает пару ползунков, и получается текстурка светлее. Такая, какая она ей нужна. Но так не работает в жизни. В жизни, чтобы подобрать эту текстуру в разного дерева, это очень сложно. Здравствуйте. Когда это закончится? Тут можно посмотреть на нервный смех Кристины. Она просто уже там каждый день тусуется, просто не вылезая. Дверь твои ребята отдирали вчера от металла. А почему? Потому что сейчас опять мы будем ждать 2 недели. А когда металл придет? На следующей неделе, в понедельник, вторник. А как мне микроцементом дверь покрывать? Ой, там течет все нафиг. Течет. Перекрывай воду. Давайте быстрее. Там напор капец просто. Вообще Кристина тут на этом проекте прошла такое крещение. Потому что обычно в интерьерах у нас все отточено. Дизайнер делает дизайн, я немного поглядываю за этим дизайном, чтобы было хорошо. Чертежники делают чертежи, комплектаторы покупают все нужное. Менеджер авторского надзора следит за стройкой, и практически у нас все очень настроено, все работает как часы, слажено просто. Но здесь вообще ничего не работало. Здесь все было кастомное, все надо было делать руками. Ну и Кристина, естественно, сидела там просто сутками, чтобы этот вообще проект получился. Иван, мы сейчас будем вешать вот эту проволоку вот туда. Красивые светильники, шо-капец. Но у нас тут все-таки ресторан, поэтому нам пришлось сделать кастомные светильники, чтобы это было там сильно быстрее, чем ждать поставку из Италии, и там сильно дешевле. Магия Лючи, они нам сделали просто кастомные светильники, и это такая вот там трубка, подвешенная к потолку, и у нее внутри утоплен светодиод. Подвесили эти светильники над столом, а дальше уже Кристина сверху просто как бы наплела вот этот вот красный провод. И очень важно было, чтобы температура световая была 2700 Кельвин. Максимально похоже на свет от костра, такой очень теплый, и нам просто психологически приятнее при таком свете кушать. Расскажи, сколько денег хотели потратить сюда? Какие были планы? Вообще не было плана. Не было плана? Вот просто не было плана. Мы на самом деле ни с одним проектом, у нас не было какого-то четкого бизнес-плана. Мы просто ввязывались
и что-то получали. Ну, немножко, конечно, мы не ожидали такой суммы, которую мы потратили на этот проект, но мы как бы люди из разряда, которые готовы платить за хорошее. Ну, вот за стол, который мы сделали, да, 4-метровый деревянный, за вот этот дизайн, за там, оборудование. Поэтому, да, немножко получилось овер для нас лично, но надеюсь, что... Будем говорить, сколько потратили? Так, примерно хотя бы порядки какие-то там. Наверное, я даже не знаю, около 40. Типа 30. Что-то около этого, да. Кстати, довольно много, очень много денег, больше половины потрачено на кухню. Да. То есть это даже не интерьер, а больше денег потрачено на Ну, кухню. мы просто потратили основное, это там кофемашины, печь. В условиях тем более текущей ситуации это стало еще дороже. Но, собственно, без этого никак. Впервые в жизни, кстати, на нашей истории было, что мы приняли этот дизайн без вообще. Да, просто на самом деле. приняли с первого раза. Не было никаких даже корректировок. Мы поняли, что, не надо ничего менять, вообще ничего добавлять, не надо ничего корректировать, все так, как вот есть. Поэтому мы ждем такого же. Ожидаем просто, что людям будет здесь очень комфортно. Публика, которая ходит к нам, и наши постоянные гости, они у вас как в Берлине, у вас как в Дании. И как раз старое уже немножко приелось, и хочется там тоже что-то поменять, а здесь как раз будет очень комфортно, мне кажется. Ну что, наконец-то мы доделали это заведение. Концепция ресторана такая, что здесь современный минимал сочетается с чем-то довольно древним, потому что здесь это хлебная кухня. То есть тут постоянно готовят булочки, хлеб. Мы здесь сделали много открытой кухни. Она создает такую движуху, атмосферу. Здесь что-то готовят постоянно. Вот даже сейчас вот я снимаю, и сзади что-то происходит. Мы, как команда, которая проектировала интерьер дизайн-студио Hot Walls, мы постарались сделать максимально, чтобы создать классный интерьер, уютный, чтобы вам было приятно, комфортно здесь находиться, на завтраки приходить, там на ужины. И мы передаем уже ресторан шеф-поварам, поварам, обслуживающему персоналу, чтобы они создавали здесь вкусную еду и сам уют. А вы приходите в гости, обязательно оцените интерьер, оцените еду и пишите в комментариях, как вам понравилось. Или, может, что-то не понравилось. Пишите тоже в комментариях. Может, что-то мы изменим. Слушай, мы вообще же делали второй 6 АМ, но он все равно получился не вторым 6 АМ. Здесь другая кухня, другой интерьер, другой вайб, вообще все другое. Да. Люди же сравнивают этот 6 АМ, тот 6 АМ. Что вы думаете по этому Мы поводу? думаем, что в ближайшее время мы поменяем название. Ну и, наверное, чтобы долго не думать, сделаем 6 PM Bread Kitchen.